Адриа Боке, автор книги «Вставай, иди», в которой рассказывается о мужестве и о войне, служил в стрелковых частях французской армии. Он у нас в гостях сегодня. Вы побывали на Украине, доставляли туда медицинскую технику, необходимые лекарства, которых на Украине не было или не хватало. Вы там были примерно 15 дней. Что вы там увидели? Потому что то, что вы мне тут говорили до эфира, вы очень важные вещи говорили для правильного измерения, что там происходит. Вы упомянули, что берете полную ответственность за свои слова, поэтому я вам доверяю. Вы наблюдали какие-то там ужасные вещи. Так и есть. Я полностью отвечаю за то, что скажу. Там на месте я был свидетелем военных преступлений. Я видел много военных преступлений. Я говорю только о тех, что я сам видел на месте, и только те, которые совершили украинские военные, но не русские военные. То есть только те, что вы сами видели. Да, я не говорю, что русские ничего не делали, наверное, делали, но я говорю об украинцах и о том, что видел сам. Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору налево и направо. 80% из них вообще там не были, никогда не были на войне, но бесконечно они рассуждают. Я был в ярости, потому что то, что я вижу и слышу по телеку, и то, что я видел там на месте, это огромная разница. Это отвратительно. Прошу прощения. Я поговорю про боевиков Азова. Боевики Азова. А вы их там везде видели? Да, они везде. Азов стали все такое. Да везде они там и сям, и в западной части страны. И их видно по нацистским шевронам. Это меня поначалу просто шокировало, потому что здесь, в Европе, мы им даем оружие, мы их вооружаем. Но они же нацисты с ясными обозначениями, что они нацисты. И мы такие, не смотри, не говори. А у них нашивки СС. И это везде, по всей Украине. Что значит везде? Прям везде? Да, везде они. Я же без проблем все это видел. Я же работал с ними рядом. Давал, мол, им лекарства и все такое. Знаете, какие разговоры они вели прямо в моем присутствии? Я немного понимаю украинский и говорю по-русски, и многие там еще говорят по-английски. Они ржут и говорят, что если им попадется еврей или негр, они их уничтожат. Вот так, вот так, вот так. Они прям вот так все это говорили. Да, такие разговоры обычно сопровождаются у них гоготом. Это они говорят про евреев и негров. Это первое. Мне это не нравилось, но я там не мог ничего сделать. А что вы видели? Я видел русских военных, которых взяли в плен, с которыми очень жестоко обращались. Они были связаны... Это было в каком-то сарае, туда привозили русских пленных на минивенах по трое или по четверо. Каждый раз, когда их оттуда выбрасывали из этих венов, этих пленных азовцы допрашивали, кто из них офицеры. Дальше расскажу, зачем. Каждому, кого они вытаскивали, они стреляли из калашникова в колени. Это пленные, беззащитные. И они связаны? Да, связаны, без возможности сопротивляться. У меня есть видео. Я бы не смог утверждать такие вещи. У меня есть видео, на котором пленным русским стреляют в колени. Не знаю зачем, еще до любых вопросов они стреляли. А потом, если кто-то несчастный отвечал, что он офицер, ему стреляли в голову. Вот такие милые разговоры. Вот так это происходило на Украине. По крайней мере, в батальоне Азов. Говорите, что хотите, но я видел и видел это своими глазами. Это все в действительности было. И еще кое-что расскажу, более серьезное. Вы же видели последствия бомбардировок, которые нам все время показывают по ТВ. Я видел американских журналистов на месте бомбардировки в маленьком парке. Это в Буче было? Ну да, рядом с Бучей, неподалеку от Бучи. Эти американцы снимали видео. Вот, мол, эти русские отбомбились по маленькому парку, и как это плохо, и все такое.
Я спрашиваю, а почему вы уверены, что именно так оно было? Они такие, да это не важно, главное фотки сделать. А вы уверены, что это русские бомбы? Потому что там на самом деле были такие маленькие воронки, которые остаются от мин, которыми стреляли по русским некоторое время назад, когда они занимали этот город. А там как раз я был с кем-то из Азова как раз, и у них были эти минометы, которые надо вручную заряжать. Они плохо регулируются, и там один из 2-3 выстрелов всегда мимо. Они падают в метрах 100 или еще дальше от русской военной техники, и, например, в этом парке. А они говорят, это русские стреляли. Я говорю, постойте, это простое правило войны. Вот, например, тут украинцы, тут русские стреляют друг в друга. Это простой пример. И это все в городе. Они стреляют, снаряды летают туда, сюда. Если украинцы промахнутся, куда прилетает снаряд? Не в русских, а в украинский частный дом или в украинскую многоэтажку. С русскими снарядами то же самое. Почему бы об этом не говорим? Нам говорят, что все эти бомбардировки, все бомбы были в Буче, это только русские. Постойте, подумайте. С обеих сторон шли обстрелы. Конечно, еще одна вещь. Меня за это по головке не погладят, но я все равно расскажу. Я жил в отеле во время обстрелов. В 500 метрах падали ракеты. А я там спал, ел, все такое. И вот мы пошли туда и фактически увидели, что 5 или 4 ракеты попали в склады оружия, которое прибыло из Европы. Там было оружие, они его там складировали. Это место хранения оружия. И знаете, где располагались склады оружия, прибывшего из Европы? Они были в подвалах жилых зданий, где мирные люди живут. Ну, а они-то видели, мирные люди видели это? Нет, оружие завозят ночью на гражданских фургонах. Я об этом и говорю. И там были ящики с оружием. В гражданских домах, где живут люди. Да, в домах, где проживают обычные мирные люди. И что происходит, когда туда привезли эти беспилотники или что там еще, по ним стреляют? В результате 8 мирных граждан убиты, 2 детей в больнице. Потом мне сказали, что один скончался. А это все русские. Подождите, объясните, почему оружие, прибывшее из Европы, хранится рядом с гражданскими? Знаете, как это называется? Это использование населения как живого щита. Согласны? Да, если все именно так, то это и есть живой щит. А расскажите про Бучу. Все эти фото из Бучи. У нас тут большая дискуссия, что там в конце концов произошло, но я хочу послушать вас. Вот про эти все трупы. Кто-то говорит, что это все была постановка. Кто-то говорит, что все так и было. Что думаете, это все русские зверства или постановка? Это точно постановка. Но это правда было или нет? Ну, правда, там были трупы, но были и трупы, которые привезли специально для фотосессии. Эти трупы невозможно подделать. Трупы были... Ну, военные преступления были с обеих сторон. Я не говорю, что Россия не совершала военных преступлений. Внимание, я не говорю, что русские ничего такого не сделали. Я вам сегодня говорю, что мы должны говорить и о военных преступлениях Украины тоже, об их военных преступниках. Но все по телевизору, все по телевизору говорят обратное. Но я там был, и я видел своими глазами. Я ездил в Бучу, я был на месте, а не как они все на телеке ветер ртом гоняют. И другое, я думаю, что батальон Азов, к нему очень-очень много вопросов. Я еще напомню, что все наше вооружение, которое мы поставляем, идет этим частям. А Азов — это маленькая часть? Нет, я сейчас все объясню. Ядро Азова составляют 5000 бойцов. Кроме этого, есть еще добровольцы и еще добровольцы-иностранцы. Так что надо умножать на 3 или 4. Их минимум 20 000.
20 тысяч для Украины — это не маленький такой батальончик. И они расположены везде, налево и направо. У них нашивки нацистские, символы, знаки отличия. И никого на Украине это не беспокоит. А мы их вооружаем европейским оружием. Тех, у кого знаки СС. И потом они творят военные преступления. Я это сам видел. 19-летнему русскому или другой национальности стреляют по коленям. У него руки связаны, он не может ответить. Его оставляют истекать кровью. Это называется военные преступления. У меня десятки таких видео, которые это доказывают, которые я могу вам показать. Это военные преступления. Именно так эти вещи и называются. А вы видели там иностранцев, ну не украинцев, а тех иностранцев, которые приехали повоевать? Да, конечно. Да, конечно. Там очень много наемников. И американцев, и французов. Они находятся на Украине. А это наемники или с гуманитарной миссией, как вы вот были? Те, кто не участвует в боевых действиях. И те, и другие. Я видел группы наемников, автономные группы. В них по 5-7 человек, американцы, французы, все вместе, они вооружены, и, кажется, они действуют без согласия со стороны украинских властей, и они занимаются там определенными вещами по заказу определенных лиц. Да, я слышал такие истории. Таких групп наемников там много, и что они там делают, можно только доказываться. А как вы оттуда выбрались? Расскажите, легко ли было? Нелегко. Когда моя командировка закончилась и настало время уезжать, меня задержали более чем на 10 часов и допрашивали боевики Азова. Шарились в телефоне и все такое. А зачем? Затем, что они подозревали, что я тут многое увидел, многое узнал. Они в свои сетки передавали обо мне информацию, видели, что мне все это не нравилось, и что я мог иметь реальные доказательства их делишек. Так что они все проверяли, проверяли. Ну, я от них вышел, и дальше все было нормально. Я проник в Словакию, помогло Министерство чрезвычайных ситуаций. Я сообщил о себе в Министерство иностранных дел. Потом прибыл в Польшу, оттуда из Кракова самолетом во Францию. И думаю, сейчас мне на Украину въезд закрыт, потому что я вот это вот все рассказываю. Вот такая реальность. Я бы хотел, чтобы такие, как я, кто там был, они тоже не боялись и рассказали, что видели. Спасибо, что так ясно и последовательно рассказали. Я могу все доказать, что я говорил. Да, это важно, потому что мы слышали, что есть доказательства.